Друзья, привет! В этом видео поделюсь своим опытом жизни в польском городе Гданьске структурно и наглядно. Поговорим про жилье, атмосферу города, лучшие места, транспорт и не только. В конце назову плюсы и минусы Гданьска как города для жизни и туризма, а также расскажу свои впечатления от Гдыни и Сопота. Без лишних слов, начинаем. Гданьск – это уникальный, красивый и исторически важный город в северной части Польши. Сейчас здесь проживает около 450 тысяч человек. Сам город стоит на каналах и при этом расположен на берегу Балтийского моря. Вместе с Сопотом и Гдыней образует Тrójmiasto и является ее лидером. Это если кратко. А теперь давайте обо всем по порядку. Начнем с темы жилья. Мы забронировали квартиру на Airbnb, собственно, как и всегда. И сделали это где-то за месяц, а то и больше, потому что в Польше бронировать жилье нужно заблаговременно, чтобы были какие-то варианты. По-моему, у нас был всего лишь там один вариант, и его мы, собственно, выбрали. И с этой квартирой нам повезло, потому что она находилась прямо возле старого города, не внутри, а рядом. Там можно было за 10 минут до него дойти. И находилась она в новом красивом стильном ЖК. Как оказалось потом, этот ЖК был сюрпризом. И там внутри находился спортзал, который входил, собственно, в стоимость брони. Мы этого не знали, когда бронировали, поэтому подарок был такой приятный. А потом в этот зал ходили очень часто, между прочим. И мы заплатили за нее $1369 за 42 дня. Это $33 за день или 1023 за месяц. Получается дешевле, чем в других городах, это я сразу скажу, потому что мы уже через 2 города вперед находимся, если вы поняли. Так что цена, в принципе, адекватная, учитывая, что это Гданьск, популярный город, что это такое расположение обалденное, и сама квартира очень стильная, уютная внутри. Да, там были какие-то косяки, и на переезде, когда показывала рум-тур, в том видео я много жаловалась, потому что то в одном месте что-то с полкой непонятно, нет полки, то в другом что-то еще, душ подтекает, не хватает каких-то бытовых вещей. Да, это на первый взгляд, и были косяки, но мы на этом не фокусировались, и, слава богу, хозяин оказался очень отзывчивый, и, например, у нас не было изначально пылесоса, что было очень странно, но потом нам хозяин или кто там его знакомый принес. Единственный большой минус этой квартиры, который я только к концу проживания осознала, это то, что в нашу квартиру вообще не попадало солнце. То есть, в принципе, да, в Гданьске в то время зимой не было особо солнечных дней, но даже когда было максимально солнечно, к нам солнце не доходило, увы. На днях я посмотрела на Airbnb, какие там сейчас есть варианты на ближайшее время, например, на май, то есть с 1 по последнее число, и как я поняла, в среднем стоимость сейчас в Гданьске $1200. И самый дешевый вариант был, это отдельная комната за $732. Но это, возможно, уже все поменялось, так что нужно заходить, проверять самостоятельно, выбирать свои фильтры, сколько вам нужно комнат и так далее. Можете зайти на ваш любимый сервис и посмотреть актуальные цены там. Но важно сказать, что в сезон, летом, цены будут выше, возможно, даже в 3 раза. Это нужно понимать, потому что Гданьск — это морской город, и больше всего туристов именно летом. Зимой, кстати, их тоже много. Мы были удивлены, когда узнали, что на нашу квартиру, в которой мы жили, летом цена была ровно в 3 раза больше. Больше $3000 в месяц. Ну а прежде чем мы пойдем дальше, проверьте подписку на этот канал, и если еще не подписаны, подпишитесь, чтобы смотреть полезные и атмосферные видео про жизнь и путешествия по разным городам Польши. Спасибо, что остаетесь со мной. Немного про транспорт. Транспорт в Гданьске очень даже удобный. Здесь нет метро, как в Варшаве, но при этом все остальное присутствует. То есть автобусы, трамваи и электрички СКМ. Как ни странно, цены на билеты в Гданьске выше, чем в Варшаве. 4,6 злотых стоит один вид транспорта без пересадок. 5 злотых 75 минут с пересадками. Я тут подглядываю просто. 20 злотых стоит суточный билет по всему Тrójmiasto, кроме СКМ. Если добавить СКМ, то будет 30 злотых. И также есть проездные на месяц от 109 злотых. Довольно часто мы ездили на такси на вокзал или там часто с магазина, потому что магазин находился не очень рядом возле нас. И пешком мы не хотели с сумками таскаться. Было удивительно, что иногда
А такси обходились даже дешевле, чем если бы мы поехали на транспорте. Но это все благодаря вечным скидкам Uber, им удобно пользоваться. Да, но в целом учитывайте такой момент, чтобы магазины большие находились недалеко от вашего жилья, чтобы вы, короче говоря, не мучились. Ну, если у вас, конечно, есть машина, то как бы no problem. Отдельно хочу сказать за электрички СКМ. Они мне очень понравились, потому что ездит каждые 15 минут, быстрые, удобные и недорогие. Например, билет от Гданьска до Гдыни стоил 7,4 злотых с человека. В другой город тоже легко добраться на поезде, только чем раньше вы купите билеты, тем вам будет дешевле. Причем разница может быть реально аж в 3 раза. Мы проверяли, например, если брать билет прям впритык на следующий день или когда там есть места, и если брать за месяц. Так что берите всегда все заблаговременно. За время пребывания в Гданьске мы успели объехать много мест и городов, и чтобы было проще, мы создавали специальные маршруты на Google картах. Это удобно и можно сделать на ноуте. Вообще, ноут — это мой лучший друг, на нем я часами монтирую, прописываю сценарии и создаю обложки для видео. Нашему ноуту уже 5 лет, и при этом он отлично работает и прошел проверку на прочность. Андрей выбирал его на e-каталоге и там же нашел магазин с самой приятной ценой. Сейчас, конечно, наша версия Xiaomi уже устарела, но я нашла хороший аналог у HP. E-каталог — это просто незаменимый помощник для подбора любых товаров, будь то ноут, бытовая техника или детские товары. Вы не тратите ни копейки и при этом экономите много денег. Просто заходите на сайт, ищите через поиск нужный продукт, изучаете его характеристики и выбираете самую выгодную цену. Ну а если вы не уверены в своем выборе, всегда можно сравнить разные товары, и круто, что на e-каталоге это делается в 2 клика. Это украинская компания, и удобно то, что они также открылись в Польше, Америке и Британии. Ссылку на ноутбук я оставила в описании под этим видео. Обязательно переходите и сохраняйте. Переходим в атмосферу города, мое любимое. И на самом деле это важный аспект для переезда или туризма в какой-либо город, потому что у каждого города своя атмосфера, свой вайб. И для разных людей подходят разные города. Ну, я думаю, вы поняли. И за Гданьск могу сказать, что атмосфера здесь необычная, уникальная и действительно отличается от других городов Польши. Это морской город, и здесь находится много каналов. Благодаря этому я полюбила Гданьск, это такой первый пунктик, можно сказать. И что необычного я здесь увидела, это разводные мосты. Когда мы гуляли по набережной, там находится несколько разводных мостов, и я впервые в Гданьске увидела весь этот процесс, когда поднимают мост, проплывает корабль и его опускают обратно. Это очень красиво. Также в Гданьске просто невероятная архитектура, как в старом, так и в новом городе. Ну, про старый город понятно, это историческая часть, там находится много красочных домов, вы сами видели, я все снимала, показывала. Стиль там отличается от того, что был в Варшаве. Да, все-таки разные старые города отличаются между собой, и Гданьск очень выделяется, потому что в свое время он принадлежал другим странам, в какой-то момент он вообще был независимым городом, поэтому здесь это все отражается в его визуале. И в новом городе, кстати, тоже красивая архитектура за счет того, что здесь находится много таких красных, темных кирпичных зданий, которые мне очень напомнили Данию, Копенгаген, потому что там этого тоже много. И вместе все это очень классно сочетается. По климату зимой тут теплее, летом холоднее. А почему теплее? Потому что здесь Балтийское море, и я даже по себе заметила, что вот мы по городу погуляли, я замерзла, мы приехали, последним местом нашим было море, и когда мы погуляли по пляжам, то я почему-то согрелась. То есть было такое ощущение, что я иду по ковру, и снизу меня как-то согревает. Также в Гданьске больше ветров, чем в других городах, и вот не так давно в Польше был такой циклон с ветрами, что-то похожее на ураган. Ну, до урагана не дошло, слава богу. И именно в Гданьске в это время было больше всего ветров, в то время как я была в другом городе. Следующий это будет город, пока не скажу какой. И там ветра было намного меньше. Ну, еще здесь более высокая влажность. В принципе, погода такая серая. Ну, как и везде в Польше, да, но в Гданьске как будто бы этого больше. Но, как ни странно, этому городу такая погода идет. Как я уже сказала, мы были в Гданьске зимой, и даже тогда, не в сезон, было очень много туристов, поэтому не представляю, как здесь летом и насколько здесь людно.
По всему городу можно увидеть достаточно много стройки, много новых домов, особенно их много было возле нашего ЖК и через канал, там вообще просто вся линия вот так выстраивалась домов. Это как бы классно, да, и плюс и минус всегда, но для туристов, когда ты приезжаешь в какой-то город и видишь много стройки, это немножко как бы мешает, но это тоже чисто субъективно я могу прикопаться, а на самом деле это больше плюс. Но если брать разные районы Гданьска, то есть прям устрашающие районы, такие как, например, Бескупская горка, где мы с вами гуляли, где я была немного в шоке от того, какая атмосфера там царит, потому что там было достаточно много мусора, каких-то заброшенных домов или недостроенных, и вечером я бы здесь гулять точно не хотела. Интересные места. В Гданьске их также много, как и в Варшаве, поэтому здесь вы точно не заскучаете. Начнем с очевидного, это старый город. В Гданьске он очень красивый, поэтому обязательно первым делом идите гулять туда. Вы можете просто идти, куда глаза глядят, или пройтись по нашим маршрутам, не суть. Но вообще, на самом деле, прикольно гулять самостоятельно, изучать местность, исследовать, скажем так, и впитывать атмосферу этого места. На что особенно стоит обратить внимание, так это на базилику Святой Марии. Это очень красивая церковь, она красивая и атмосферная как снаружи, так и внутри. И на минуточку, это самое большое кирпичное здание такого типа в Европе, поэтому обязательно туда пройдитесь. Вы можете погулять внутри, посмотреть, как там что все выглядит. И можете также подняться на башню со смотровой площадкой, чтобы посмотреть на Гданьск сверху. Виды там очень красивые, но места мало, а туристов много. Также в старом городе на набережной находится очень красивая филармония, Балтийская филармония имени Фредерика Шопена. Советую прогуляться туда. Рядом там находится колесо обозрения, на котором можно сделать кружок. И вообще, на самом деле, в старом городе очень много достопримечательностей. Я не буду их всех называть, потому что это затянется надолго. Но если вам интересно, то переходите после этого видео осмотреть наш обзор старого города. Ссылку я оставила в описании. Не могу не сказать про водную часть Гданьска, каналы и море. Если брать каналы, то вы можете, в принципе, гулять по набережной, туда-сюда, обратно, впитывать атмосферу, потому что здесь классно гулять в Гданьске как и днем, так и вечером. Мне очень понравились эти прогулки от дома к старому городу и обратно. Вот, поэтому обязательно гуляйте, наслаждайтесь. Также можете прокатиться на прогулочном катере. Но в целом лайфхак. Очень важно учитывать расположение разных мест, то есть понимать, где находятся мосты, потому что если вам срочно нужно пойти в другую часть старого города, перейти через мост, то вы можете потратить на этом лишние километры, шаги и время. Так что учитывайте расположение мостов. Ну а про море все понятно, просто приезжаете к морю, гуляете по пляжам или по красивому пирсу, который есть в Гданьске. Также немного скажу про музеи. Из самых интересных в Гданьске есть 3 музея. Это, во-первых, морской музей, такой большой корабль, по которому вы можете походить. Также музей янтаря, где находится большая коллекция янтаря, немного тавтологии. И 3-й музей, это музей, много слов музей, Второй мировой войны. В это место мы как раз таки ходили, очень атмосферное, сейчас даже солнце немного пропало для атмосферы. Место непростое для восприятия, но я все-таки советую вам туда сходить. Мы там были, ничего не снимали для видео, так сделали несколько фото для себя и близких. И мне этот музей очень понравился, я узнала какие-то детали интересные. Знаете, такой главный инсайт был с этого музея, в том, что нет ни одной святой страны. То есть в каждой стране были люди, которые делали плохие поступки, убийства, репрессии, все такое, поэтому никто не святой. Из других интересных мест вы можете пойти в форум. Это такое, типа торговый центр, хотя создатели это место так не называют. По сути, это пространство, где можно пошопиться, поесть, в принципе, отдохнуть. Там очень много зелени, протекает канал, так что советую там погулять. Дальше обязательно загляните в Политехнический университет, а точнее на его территорию. Там можно погулять, впитать атмосферу. Мне очень понравилось это место и чем-то напомнило Хогвартс, потому что там много кирпичных зданий с очень красивой архитектурой.
Вот, так что мне место понравилось, поэтому советую и вам. И еще загляните в парк Олива, потому что там есть, ну, сам парк очень уютный, атмосферный, особенно в зеленое время года, а не зимой, как у нас всегда. Боже, мы все города классные объезжаем зимой. Вообще-то это обидно. Так вот, там можно погулять по самому парку, возле водоемов, которых в парке очень много. И также есть несколько интересных локаций, таких достопримечательностей, которые нам с Андреем очень понравились. Это пальмовый домик, в который мы не попали, но вы попадите. По-моему, он бесплатный. Также раковины и еще одно красивое здание. Также, конечно же, вы можете погулять по разным районам города, сравнить их. И из таких районов, которые я советую посетить, ну, я уже сказала, Старый город, это отдельный район, мы его отметаем. Дальше Бескупская горка. Хоть он и выглядит устрашающе, но я считаю, что, как по мне, он такой самобытный, аутентичный, поэтому советую туда сходить. Потом советую съездить в район Вжещ. Он находится возле Политехнического университета, поэтому можете эти два места разом посетить. Район очень красивый, там много уютных малоэтажных частных домов, поэтому советую погулять по улицам, очень классная атмосфера. И также, оказывается, в Гданьске есть бизнес-район. Мы в нем не были, но на поезде проезжали, поэтому можно погулять и там. Теперь поговорим про еду. Начнем с заведений. Их здесь очень много, на любой вкус, просто выбирайте, что хотите и идите. Мы успели попробовать здесь разные кухни, посидеть в разных заведениях, пробовать разную еду. Пробовали польскую кухню, японскую и американскую. Больше всего мне понравились два заведения. Это Гданьский Бовке, там польская кухня, и Билис American Restaurant. Они, кстати, вроде бы находятся рядом друг к другу, в старом городе расположены, так что советую туда пойти, потому что в обоих местах очень вкусная еда. Ну а цены в ресторанах, в принципе, как в Варшаве. С большими магазинами тут, в принципе, все по классике. Есть Lidl, Kaufland, Biedronka из больших и из маленьких Жабки, которые находятся на каждом шагу в Польше, в любом городе. Да, мы туда редко ходим, больше скупляемся в больших магазинах. И в Гданьске мы ходили в магазины пешком, они находились достаточно не близко, то есть далековато, а обратно ехали на такси, потому что мы закупаемся обычно на неделю, и получается где-то 6 сумок, вот, которые мы не хотели бы тащить пешком. Люди. В Гданьске я познакомилась с двумя прекрасными людьми, ну, можно сказать, трумясте, потому что с первой девушкой я познакомилась в Гдыне, это Оксана, и мы познакомились благодаря общему обучению, которое проходили, марафон такой духовный, новогодний был, и она нас пригласила к себе, чтобы вместе посмотрели урок. Мы приехали, собственно, с Андреем, провели вместе время, посмотрели урок и немного поболтали. Потом звали Оксану к нам, вместе пели в караоке. В общем, классно провели время вместе. Это прекрасный человек, так же, как и вторая девушка, Наташа. С ней у нас история вообще другая, но не менее интересная, потому что мы с ней познакомились вообще случайно и встретились в Гданьске, чтобы обсудить продвижение на YouTube. В итоге у нас получилась такая неформальная встреча-консультация по YouTube, которая принесла и мне, и, надеюсь, ей очень много энергии и вдохновения. Кратко расскажу про другие города Трумяста и про один бонусный. Первый у нас идет в очереди Сопот. Это маленький, компактный, красивый и уютный город. Здесь есть старая часть и также много частных малоэтажных домов. Вообще, Сопот довольно интересный город. Он, с одной стороны, неприметный, потому что такой крохотный, но, тем не менее, сюда каждый год приезжает очень много туристов, и не только из-за моря, которое здесь, конечно же, прекрасное. Из главных таких достопримечательностей в Сопоте есть пирс, который называют Мола. Это самый большой деревянный пирс в Европе. Насколько я знаю, летом он даже платный, туда просто так не войдешь. Также здесь есть маяк с обзорной площадкой, Кривой дом и пятизвездочный отель, гостиница Гранд Отель, который славится тем, что здесь в свое время останавливался Гитлер. И на самом деле еще очень много знаменитых людей. Плюс в Сопоте есть уютные парки, где можно прогуляться и отдохнуть. Посмотреть город можно буквально за один день, потому что он маленький все-таки. Собственно, как мы и сделали, просто приехали из Гданьска в Сопот на поезде.
прогулялись, и нам этого с головой хватило. Также стоит понимать, что здесь также много туристов летом, причем, наверное, возможно, даже больше, чем в Гданьске. Так что лучше гулять в любое другое время. Но пляжи здесь правда классные, и само море очень чистое, синее и красивое. Конечно, нам повезло, и была хорошая погода, когда мы приехали в Сопот, так что от этого впечатления были еще лучше, потому что со следующим городом повезло не так. Следующий город — это Гдыня, как вы поняли. После этого города у меня были смешанные впечатления, очень довольно странные, у меня было много эмоций в тот день, было сложно снимать видео, я замерзла и так далее, и вот с погодой не повезло еще плюс к этому, но все равно город стоит внимания. Там не очень много достопримечательностей, это в основном морской город, потому что, собственно, там все главные достопримечательности находятся около порта. Поэтому этот город скорее больше подходит для жизни, чем для туризма. Ну и, собственно, сами поляки назвали Гдыню самым счастливым городом Польши, счастливым в плане для жизни. Там проводилось исследование, 36 тысяч поляков принимали в нем участие. Собственно, я уже об этом говорила в прошлом видео, если что, посмотрите видео про Гдыню, подепрессируйте со мной. В принципе, город славится такой своей уникальной архитектурой, не похожей на другие города Польши. И в целом чувствуется такая морская тематика. Это отображается в форме домов, они такие закругленные, сделанные под форму кораблей. Ну и в принципе, да, все, что я помню с Гдыни, это порт, море, пляжи. Кроме этого, в Гдыне есть такой природный заповедник, или скорее парк Рыдлова. Там находится Орловский клифф, по-моему, и рядом такой тоже красивый деревянный пирс Мола Орлова. Еще можете подняться на подъемнике бесплатно за 2 минуты, если он, конечно, работает, на Каменную гору и посмотреть на город немного сверху. Как бы не сильно сверху, и немножко мешают там деревья, но все равно подняться можно, и виды там, в принципе, неплохие. Но по секрету скажу, что в Гдыню мы уже один раз ездили до съемки видео. Ездили как раз к Оксане, с которой смотрели вместе урок марафона. И оказалось, что она живет в очень уютном ЖК, прямо возле леса, возле природы. Мне там очень понравилось. Вообще, в принципе, территория ЖК довольно большая. Мы там погуляли, конечно, было уже темно, поздно, и мы мало что успели увидеть, но мне очень понравилось, как выглядела территория внутри. А еще за городом, за Гдыней, находится большой крытый аквапарк. Ну и про бонусный город, я думаю, вы уже догадались, это Мальборг. Про сам город я могу мало что сказать, больше про замок. В целом по городу, что мы увидели, путь от вокзала до замка. Также мы посидели после экскурсии по замку в Макдональдсе, такой достопримечательности. Шучу. И еще заходили в один ТЦ, совсем обычный, такой маленький, просто прошлись по пару магазинов обошли, и на этом все. Так что город там особо смотреть нечего. Самое главное — это замок. И вот туда я советую поехать всем. Это очень стоящее место, и если вы не знали, это самый большой кирпичный замок в Европе. Мало того, что замок имеет очень красивую архитектуру и историю, так еще эта история очень классно подана в аудиогиде. Да, обязательно берите аудиогид и идите гулять по комнатам. Причем круто, что в нем есть GPS, то есть гид понимает, где вы находитесь, и просто говорит вам информацию. То есть вам не нужно, как, например, в Королевском замке Варшавы искать по каждой комнате номер комнат, вбивать его в этот планшет и потом слушать информацию, которая к тому же в большей мере просто вода, скучная и неинтересная. Вот в Мальборге всего этого нет. Вся информация там очень интересная, факты очень классные, не только про именно вот историю, а еще и про быт рыцарей, которые там жили, рыцари Тевтонского ордена. Вот. А еще классно, что это видео очень круто залетело, вам зашло, понравилось, и оказалось это видео самым быстро растущим на этом канале. Так что, если что, переходите к нему, смотрите, думаю, вам понравится. Какие же плюсы и минусы Гданьска я могу выделить? Во-первых, здесь очень насыщенно по местам и впечатлениям. Во-вторых, здесь царит уникальная атмосфера.
В-третьих, это морской город, и это большой плюс. Давайте перенесем его на первое место, как я и до этого говорила. Это просто то, за что я обожаю Гданьск и хотела бы, конечно же, туда вернуться. Также здесь удобный транспорт. Из этого следует следующий плюс, что легко добраться в другие города, и рядом как раз расположено много интересных городов. Мальборг, Сопот, Гдыня — это из того, что мы как минимум посетили и знали. Возможно, есть что-то интересненькое еще. И также в Гданьске очень много заведений и вкусной еды. Из минусов: не все районы безопасны, жилье летом дорогое, да и зимой в принципе не дешевое. Также здесь много стройки, но это как плюс и минус. Возможно, это просто мне показалось, потому что возле нашего ЖК было много стройки, и мне как-то глаз замозолился. Ну, кстати, мы еще поднимались на ЖК наверх и смотрели на крышу, я имею в виду, и смотрели на город. И местами именно вот в том районе было реально много стройки. Климат, естественно, минус Гданьска — это в основном климат. Зимой в Гданьске может быть ветрено и мало солнечных дней. Если подытожить, то Гданьск мне понравился на все 100%, и никакие минусы не смогли мне помешать. Я влюбилась в него с первого взгляда и наслаждалась им все 1,5 месяца, пока мы там жили. Другой вопрос: осталась бы я там надолго? Скорее да, чем нет, но для этого нужно изучать разные нюансы, например, как здесь обстоят дела с медициной, чего я не знаю, потому что у нас не было опыта и не пришлось эту сферу вообще изучать. В любом случае, я надеюсь, что этот обзор был для вас полезным и помог составить цельную картину о польском морском городе. Если это так, то ставьте лайк и пишите в комментариях, за что вы любите или не любите Гданьск. А мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. Пока!